В коридорах Московского городского суда в 60-х и 70-х годах царила особая, леденящая тишина. Адвокаты перешептывались, свидетели нервно переминались с ноги на ногу, а самые матерые уголовники, видавшие виды, бледнели. Все они ждали одного человека. Ждали судью Зинаиду Опарину. Для нее у криминального мира СССР было два прозвища. Первое – Зинка Червонец. 10 лет, червонец, это был минимальный срок, который она могла назначить. Второе прозвище звучало как приговор – Зинка Вышка. Такой вердикт она выносила десятки раз, не моргнув глазом. Ее боялись бандиты, ее уважали коллеги, а за одного из подсудимых как-то раз просил лично герой-космонавт. И это ни на что не повлияло. Как простая девушка из провинции стала самым страшным судьей для преступной Москвы, и почему ее имя до сих пор вспоминают с содроганием? Она родилась не в столице и не в семье с юридическими традициями. Будущая гроза преступного мира выросла в обычной семье, мать работала уборщицей, отец– бухгалтером. Никаких связей, никакого особого пути. Но уже в детстве у маленькой Зины из хутора Николаевка под Царицыном, позже Волгоградом, проявилась необычная тяга. Ее любимой игрой был суд. Я сажала перед собой кукол, котят, судила их. Вспоминала она годы спустя. Откуда это пришло, не знаю. Но я уже тогда твердо решила, буду судьей. Буду наказывать тех, кто этого заслуживает. После школы она поступила в юридический институт, а в 1940 году, еще до войны, начала свою карьеру народного судьи в городе Сызрань. Ей было чуть больше 20. Первые дела ломали привычные представления о справедливости. Голодные послевоенные годы диктовали свои правила. Парень украл с прилавка помидор. Рабочий вынес под спецовкой краюху хлеба, рассказывала Опарина. Как их судить? Жалко до слез. Но я понимала, если оправдать, все решат, что воровать можно. Что тогда со страной будет? Эти первые дела дались мне тяжелее всего. В 1944 году, в разгар войны, Зинаида Опарина с мужем и маленькой дочерью переехала в Москву. Ее назначили народным судьей в Сокольнический районный суд. Здесь, в столице, закончилась учебная практика с голодными воришками. На ее стол легли дела настоящих бандитов, грабителей и убийц. Я буквально падала с ног, признавалась она. Но время было суровое. Расслабляться, поддаваться эмоциям было нельзя. Никакого права на ошибку. Оправдаешь опасного преступника, он выйдет и снова будет калечить людей. Ошибешься в другую сторону, жизнь не вернешь. Именно в эти годы оттачивался ее знаменитый стиль. Беспристрастный, холодный, педантичный. Она выверяла каждую улику, вникала в каждую деталь. Никаких поблажек, никакого снисхождения. Для коллег и подсудимых она быстро превратилась в непрошибаемую железную леди. А для криминального мира – в ту самую Зинку Вышку. Вершиной ее карьеры стала работа судьей в Московском городском суде. Она рассматривала самые громкие, самые сложные и самые опасные дела эпохи. Ее авторитет был абсолютен, а беспристрастность – пугающий. Деньги, связи, громкие фамилии не работали. Она судила не человека, а дело. Однажды на процессе над бандой мажоров, которые совершили насилие над десятками девушек, в кабинет к Опариной постучался никто иной, как космонавт Андриан Николаев, дважды Герой Советского Союза. Он пришел просить за сына своего высокопоставленного друга. Я усадила его, дала прочитать всего пару страниц из уголовного дела, сухо вспоминала судья. Больше ему ничего не понадобилось. Он встал и ушел, забыв о своей просьбе. Но были и другие визиты. Однажды после заседания ей передали анонимную записку с угрозой расправы. Опарина не вызвала охрану и не стала прятаться. Она приказала найти автора по почерку. Им оказался брат одного из подсудимых. Судья вынесла ему отдельный приговор – 10 лет за угрозу убийства представителю власти. Этот случай облетел все криминальные круги, окончательно закрепив за ней репутацию человека, с которым шутки плохи.
Среди ее дел было и печально известное дело Мосгаза, банды, которая под видом работников коммунальных служб проникала в квартиры и убивала жильцов. Она судила их хладнокровно и методично, несмотря на колоссальное давление и ужасающие детали преступлений. Казалось бы, такая работа должна была иссушить человека, сделать его черствым и в быту. Но с близкими Зинаида Опарина была другой. Она была счастлива в браке с мужем, Иваном Васильевичем, который работал в Генеральной прокуратуре. Они понимали друг друга без слов. После суда, где я только что вынесла несколько жестких приговоров, мы с мужем могли спокойно пойти в театр на премьеру, рассказывала она. Нужно уметь разделять работу и жизнь, иначе сойдешь с ума. В преступной среде ее имя стало нарицательным. В лагерях зэки, пугая друг друга, шептали: «Не дай бог, попадешь к Зинке-червонцу, там тебе и конец». Следователь на допросах говорил несговорчивым бандитам, что к Зинке Вышке на суд захотел. «Я могу устроить». Это работало безотказно. Она ушла в отставку в 1990-е, отдав судебной системе почти 50 лет жизни. Даже на пенсии она сожалела об отмене высшей меры наказания, считая, что для некоторых преступников это единственная справедливая мера. Зинаида Опарина умерла в 1999 году, но ее легенда жива. В истории отечественного правосудия она навсегда осталась как эталон беспристрастности, принципиальности и несгибаемой воли. Судьей, для которого закон был выше страха, выше связи и выше собственных эмоций. Зинкой Вышкой, которой сегодня так не хватает.